Мое видео по поводу убийства Моторолы, моих мыслей по поводу убийства Моторолы, к моему удивлению, вызвало очень большой ажиотаж, очень большое серьезное обсуждение, так как я внимательно слежу за тем, как комментируют вообще, что думают люди по тому или иному поводу. Я, конечно же, отвечу и сейчас снимаю еще одно видео. Я сразу же хочу опустить комментарии неадекватных людей, просто неадекватных людей, которым хочется, чтобы все было так, как думают они. И они не принимают другие версии, им удобнее всего подстраиваться под определенные ситуации. То есть в случае, если что-то сообщают украинские СМИ, они этому не верят. Если российские СМИ сообщают что-то со ссылкой на украинские СМИ, это оказывается фейком. Эти же люди говорят, ну российские СМИ не сами выдумали, они ведь сослались на украинские СМИ. Я такое замечал не единожды, я знаю настроение определенной категории людей, но мы говорим не о них, мы говорим о тех людях, которые выдвигают версии. И вот эти версии мы сейчас попытаемся рассмотреть. Нам никто не запрещал думать, более того, я не запрещал людям, которые комментируют, не думать. Я не помню, чтобы я когда-нибудь говорил, эй, люди, я запрещаю вам не думать. Не думайте на здоровье, это ваше личное право, а это мой блог, и я делюсь своими мыслями. Много раз уже было, когда я нечто провозглашал, а потом говорили люди, ну вот ты поторопился, а еще чуть позже оказывалось, что все так оно и было. Ну да ладно, не будем здесь рассказывать о том, кто какая Ванга, давайте рассмотрим. В общем, версия номер раз. Ты поторопился, потому что радикалы уже взяли на себя ответственность. Под радикалами подразумевается группа Misanthropic Division, потому что именно они на фоне флага Misanthropic Division делают свое заявление, сообщая следующее. Данное видео записывается в Донецке, где только что нами был ликвидирован всем известный террорист Моторола. Захарченко, Плотницкий, ты следующий. Данное видео записывается в Сан-Франциско, и я уничтожил Джона Фиджеральда Кеннеди. Эй, Клинтон, ты следующий. Что бы вы подумали, если бы был размещен вот такого плана ролик? Ну, конечно же, вы сказали бы, да короче, какой-то детский сад. Да это цирк просто, вы что, с ума сошли в это верить? Но когда выгодно верить, то определенная категория людей в это вполне себе ныряет. Что такое Misanthropic Division? Возможно, те, которые пишут, не знают. До этого дня всеми самыми масштабными терактами Misanthropic Division, спецоперациями, было фотографирование средних пальцев на фоне концлагерей в Польше, за что потом участники этой группы получали звездюлей от польской власти, а также поджог миноры в парке возле Бабьего Яра, когда они принесли шины, облили их бензином и подожгли. Ну, такое может происходить только в Киеве, такая операция возможна, потому что в других городах их задержали бы, потому что они шли вполне открыто. Вот на этом заканчиваются все спецоперации Misanthropic Division. Всерьез верить в то, что они осуществили вот эту спецоперацию, а это именно спецоперация, исполненная очень профессионально и четко, может только тот, кто не любит думать. Версия номер 2. Петр Алексеевич Порошенко угрожал Мотороле и обещал ему отомстить. И это всерьез обсуждается. Незадолго до смерти Моторола Порошенко обещал. Порошенко на самом деле обещал. Порошенко на самом деле рассказывал, что будет сделано. А также Порошенко рассказывал о том, что украинские бойцы будут получать 1000 гривен в день. Получать он будет 1000 гривен в день. И из города Житомира чуть ли не космонавты будут летать в ближний и дальний космос. В тому числі і в місті Житомир будуть створені унікальні можливості. А жизнь солдата сейчас, если вы не знали, застрахована на 1 000 000 гривен. Его жизнь будет застрахована и здоровье на 1 миллион гривен. А еще, если вы не знали, у нас безвизовые давным-давно, и украинцы давным-давно катаются в Европу. Это все также обещал Петр Алексеевич Порошенко. Петр Алексеевич Порошенко обещал свой бизнес продать. Петр Алексеевич Порошенко погряз в собственных обещаниях. Но когда выгодно, то люди, которые смеются в обычной ситуации над обещаниями, угрозами и прочим Петра Алексеевича Порошенко, охотно верят. Порошенко ведь пообещал.
Порошенко человек слова. Порошенко пообещал отомстить и, конечно же, отомстил. Порошенко человек, который слово держит. Версию с украинскими спецслужбами активно поддерживают медийные персоны украинского же пространства. Потому что им хочется. Они любят только говорить о том, что мы сделаем, как сделал в свое время Израиль. Мы найдем каждого, мы найдем на разные, там, в разных точках мира. Я читал в личке несколько сообщений сегодня, со вчера на сегодня, от анонимных каких-то пиздоболов о том, что смотри-ка, ты следующий, еще там что-то в этом духе. Они любят такое сообщать, когда понимают, что сами они сделать ничего не могут. Они ведут себя, как ведут себя слабые террористические организации, которые примазываются ко всему, к чему только можно примазаться. И если где-то обрушивается балкон по собственной тяжестью или от старости лет, эти террористические организации моментально делают заявление: вот это сделали мы. Они не могут ничего, они импотенты. Они могут только ловить каких-то женщин, выбивать из них показания. Они могут крестьян ловить и заставлять тех сознаваться в том, что те работали на ФСБ, ГРУ, Моссад, Ми-6 и космические разведки. Эти медийные украинские персоны делают загадочные лица, мол, уж я-то знаю, кто это сделал. Поверьте, в свое время мы расскажем. Да если бы это могли сделать они, то они бы, наверное, свой удар направили не по Мотороле. А что мешает точно так же ликвидировать Захарченко? Почему Моторола? А? Но самое главное, для чего это было сделано? Для того, чтобы дестабилизировать обстановку в так называемой ДНР. Для того, чтобы пойти в атаку. А что сейчас Киеву мешает пойти в атаку? И каким образом дестабилизирована обстановка? По улицам бегают люди и кричат просто в ужасе: а что происходит? Или в чем вообще фишка? И вдруг я вспомнил, где я еще слышал точно такие же утверждения по поводу дестабилизации обстановки. А вы не помните, нет? Вот смотрите, Шеремет рассказывает об убийстве Немцова. Я абсолютно не сомневаюсь, что убийство Бориса Немцова – это дело спецслужб. Вопрос может быть только в нюансах. Кто конкретно отдавал приказ, исходил ли этот приказ от самого верха. Знамо дело, кто отдавал приказы. Лично Путин. А вот уже Яшин рассказывает об убийстве Шеремета. Хотели убить Шеремета. Я считаю, что главная версия – это причастность российских спецслужб. А вот советник министра рассказывает об убийстве Бузины. Это убийство организовано российскими спецслужбами для создания атмосферы террора в Киеве, для создания российских СМИ атмосферы истерии. А вот крымско-татарский телеканал рассказывает о готовящихся терактах. 18 мая в Крыму российские спецслужбы могут устроить теракты и обвинить в них крымских татар. А вот еще одна провокация российских спецслужб. Крестный ход. Провокацією російських спецслужб назвав так звану «Хресну ходу за мир», організовану УПЦ Московського патріархату, радник міністра внутрішніх справ. І опять російські провокації. На 26 липня в Києві готуються масштабні вуличні провокації, ініційовані російськими спецслужбами. И футбольные хулиганы в Европе – это тоже российские офицеры российских спецслужб. Загони футбольних хуліганів були сформовані з числа російських спецслужбовців, офіцерів головного розвідувального управління. Под Верховной Радой замутило гранаты там и всякие атаки. Это не ВО «Свобода», нет. Это российские спецслужбы. Телебачення Російської Федерації там з'явилось за декілька хвилин до початку цих провокацій, свідчить, що це була організована провокація. Более того, российские спецслужбы готовят убийство Захарченко и Плотницкого. Никак не могут подготовить. Російські спецслужби готують вбивство і, власне, усунення і Захарченка, і Плотницького. Российские спецслужбы собирались убить делегацию Нидерландов. Ну что, продолжать, да? ФСБ Російської Федерації було замовлення і наказ, і вибухівка надана для скоєння теракту проти делегації Королівства Нідерланди, яке планувало. С Жилиным вообще без вариантов российские спецслужбы. Серед українських експертів зараз лідирує версія ліквідація сепаратиста російськими спецслужбами. Теперь расскажите, чем вот это вот отличается от вот этого? В чем существенное отличие? В чем принципиальное отличие? Отличия я не вижу. Никаких. Вообще совершенно никаких. Однако же те, которые заявляют о том, что что-то там осуществили российские спецслужбы, маразм заявляют, но они ближе к истине, потому что российские спецслужбы подготовлены намного лучше, чем вот эта заполитизированная, абсолютно непрофессиональная службы, которые умеют распространять фейки, делать заявления, которые могут делать только бабы какие-то на кухнях. Я еще раз подчеркиваю, это лично мое
мнение. Если у людей мнение формируется тем, что им рассказывают официальные лица или же их СМИ, это их личные проблемы. Никто никому не может запретить не думать. Не думайте на здоровье. А те, кто думают, те смотрят и те делают выводы. Потому что думать интереснее, чем не думать, а просто поглощать информацию, которую подготовили в других местах.